Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет с вами быть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так, конечно же, не забываем писать побольше комментариев для продвижения канала. А самые ленивые могут просто присылать смайлики. Итак, ну смотрите, вы человек довольно непредсказуемый. Я не могу сказать, что вы слишком такой открытый. Вы можете по жизни совершать какие-то поступки, о которых потом пожалеть, да, но это было такое, знаете, какое-то импульсивное начало, импульсивный порыв. Особенно то, что касается вот романтических каких-то вот отношений, приключений. Вы можете что-то учудить. Вот когда вы женщину любите, да, вот я в общем вас описываю, вы можете там чуть ли не серенады под балконом петь, вы можете и красиво ухаживать, вы можете красиво, я не знаю, там и прогулки при луне и так далее делать. То есть вы такой вот романтик по душе. Вы очень заботливый человек. Вы всегда, в общем-то, нравились и нравитесь женщинам. Другое дело, нравятся ли они сейчас вам. Мы сейчас будем разбираться. В вашей жизни сейчас, вот я не могу сказать, что есть женщина, которую вы безумно любите. Скорее нет. Романчики, да, у некоторых могут проигрываться. Помним, что это общий расклад. Романы могут проигрываться. Серьезных отношений пока я не наблюдаю. Скорее, это какой-то вот, волк-одиночка, да. Это может быть осознанный выбор. Это может быть у некоторых проиграется. Вот реально вы поставили точку в отношениях с женщинами, да. Вам сейчас это может казаться, что все это на всю жизнь, не хочу никого, не буду, да, но опять же, это все довольно временный момент. Это ваши боли, это привет из прошлого, назовем так. Это ваша прошлая женщина, которая внесла свою лепту в то, что вы не хотите больше вообще никого и ничего. Просто потому что было очень больно. На самом деле, знаете, вы человек, который, особенно вот сейчас говорю о тех, кто недавно разошелся, у вас бывают периоды, что вы улыбаетесь сквозь слезы, так скажем, да. Это улыбка из разряда «душа болит, а сердце плачет, но я улыбаюсь». Это какая-то, вымученная, да, вынужденная такая улыбка, когда заставляешь себя улыбаться, просто потому что не хочешь людей обидеть, да, не хочешь показать, как тебе плохо и как тебе больно. Как я уже сказала, вы стараетесь не показывать вот свою боль. У вас есть один, я бы сказала, что один такой самый верный, надежный друг, либо же брат у кого-то, может быть, есть, с которым вы можете поделиться уже более так плотно, более такими подробностями можете поделиться, который может вам что-то посоветовать, реально помочь. А так с окружающими нет, вы стараетесь это не показывать и держать все в себе. Я вам скажу, что в вашем окружении, вот это может даже и по работе проигрываться, да, есть женщины, которые на вас положили глаз. Вы же либо не хотите это замечать, либо же реально не замечаете, но она так периодически вам сигналы подает, да, вот то ли флиртует, то ли подмигивает как-то. То есть женщины к вам неравнодушны. То, что вы кулинар довольно неплохой, это тоже есть этот момент. Причем вот вы готовите... я не могу сказать, что прям все блюда мира вы можете приготовить, но довольно много блюд вы готовите, наверное, лучше, чем многие женщины. Окружающие восторгаются просто вашими талантами. Причем вы это делаете, знаете, особенно когда есть любимая женщина, вы это делаете в охотку. В вашей жизни могли быть даже моменты, когда вы сами говорили, вот, либо же сейчас, если кто-то живет, да, потому что общий расклад, если кто-то живет с женщиной, вы можете сейчас говорить, давай я сам приготовлю, да, вот, либо же у вас лучше это получается, как-то вот освобождаете даже женщину от кухни в каком-то смысле.
Так, что же еще о вас поведают нам Таро? Какие же секреты? При всем при том, что вы такой вот, знаете, человек довольно скрытный, вот вы реально можете одевать как бы разные маски в разных ситуациях. Опять же, это не во зло, просто вы такой, знаете, человек-хамелеон. Вы можете, если нужно, да, вот как я говорила, улыбаться, вы можете, ну, там, чуть ли не знаю, как говорится, на мороз упасть, да, если есть какие-то случаи. Вы можете включить такого серьезного мужчину, неприступного. То есть вы такое очень-очень умеете лавировать, да, в зависимости от людей, от ситуации. Вы человек, который очень, знаете, очень сильно любит своих детей, причем вы сейчас вот стараетесь всеми правдами и неправдами поддерживать связь с детьми, стараетесь помогать, как только можно. Но я вам скажу, ваша бывшая вам ставит палки в колеса. Она может либо же запрещать общаться с ребенком, либо же вообще как-то это ограничивать, вот ваше общение, знаете, как это обычно женщины любят, ну, мстить через детей, либо же в ее присутствии общаться, либо же строго там по воскресеньям, допустим, ну, то есть так, издевается как может. Но вы не сдаетесь, вы готовы вплоть до того, что готовы забрать ребенка. Я вам скажу, что ваш ребенок тоже за вами скучает, он переживает, ваш ребеночек, особенно у кого, ну, не очень большие дети, да. Ну, возьмем тогда подросткового возраста, плюс-минус. Тоже очень не хватает папы, тоже скучает, но ребенок ничего не может поделать, потому что живет с мамой и ну, в большей степени зависит, конечно, от мамы. Поэтому здесь такая у вас, это ваша больная точка. Вот ребенок, это больная точка. Далее. Вот знаете, несмотря на то, что не очень-то и хорошо вам в душе, где-то там в глубине души, очень-очень далеко, да, вот если покопаться, есть такой маленький-маленький огонечек надежды в вашей жизни, в вашей душе, вернее, на светлое будущее. Вот это светлое будущее у нас и вышло. Вы все равно, вот как бы вам плохо ни было, вот видите, как мы откопали ваши потайные, ваши такие скелетики в шкафу. Вы все равно очень надеетесь, что рано или поздно все равно появится женщина. Да, сейчас может кому-то из вас казаться: все, не хочу, не буду, поставил крест, не хочу, эти все женщины такие-сякие, да. Но очень-очень глубоко в душе все-таки надежда есть, что все равно вы ее встретите. Причем это будет ваш такой шанс судьбоносный. Вы верите, что вам сама судьба рано или поздно, но пошлет эту женщину, да? Я вам скажу, что вы вообще стоите на таком вот распутье. Это ваш новый жизненный этап. Это, ну, абсолютно новая жизнь будет. Но сейчас не об этом, да, это я так немножечко вас заинтриговала, чтобы, ну, не сильно вы грустили, да, потому что вот реально у вас жизнь в скором времени, опять же, у каждого это будут свои сроки, жизнь поменяется кардинально. Поэтому не вешать нос гардемарины. Смотрим дальше. Кто же пришел к нам на расклад? Да, что же это за женщина, которая так хочет быть с вами? Эта женщина, знаете, это женщина тайна, я бы ее так назвала. Вы довольно часто ходите мимо нее. Ну, как ходите? Кто-то, может быть, общается тем или иным образом. Но эта женщина давно и плотно положила на вас глаз. Вы ей очень нравитесь. Вот нравитесь именно как мужчина, да, у кого-то это, конечно же, внешне вы нравитесь, там фигура, да, вот как говорят, а я люблю военных, красивых, здоровенных, да, но я так утрирую немножко, но опять же, поскольку общий расклад, то понятно, кто-то по внешности, кто-то по фигуре, кто-то нравится там, я не знаю, жизненными установками, чем угодно, то есть у всех предпочтения разные. Это женщина, которая
Но она старается не показывать. Вот она не показывает, что она глубоко и безнадежно в вас влюблена. Почему она это делает? Давайте-ка разбираться, почему она не показывает. Во-первых, она влюблена давно. Еще когда вы были в браке, ну, либо же в отношениях, да, вы все-таки с ней пересекались, вы не просто ходили мимо, да, это не так, что там на лавочке она сидела, а вы туда-сюда ходили, нет. Вы с ней все-таки пересекались. У кого-то это были компании совместные, да, может быть, вы семьями дружили, посиделки. Опять же, ломаем голову, ребята, ломаем, думаем, люблю я вас поинтриговать, не без этого. Во-первых, она сразу вот как-то не решалась показать свою симпатию, потому что вы были человек занятой, да, в плане того, что у вас была половинка. Потом, знаете, она как-то вот потеряла надежду, что все у вас может наладиться. Вот она как-то потеряла надежду и начала завязывать другие отношения. У нее были какие-то вот, ну, периоды, когда были это, ну, романы, не романы, отношения, да, вот как угодно называйте. То есть она была не одна какой-то период. То, что вы остались один, опять же, она видит ваше настроение, она видит вот эту грусть в ваших глазах, она видит то, что вы не очень расположены к новым отношениям. Даже скорее не то, что видит, она это чувствует. Я не раз говорила, да, вот в своих видео, что, ну, женщины, ну, просто на раз-два считывают мужское настроение. Поэтому вот не удивляйтесь, если женщинам вы нравитесь, но они просто побаиваются подойти, да, они видят вашу грусть в глазах, они видят, ну, может быть, ваши какие-то холодные ответы, да, вот жесткость какую-то. И они понимают, что вы не открыты, вы не расположены к новым отношениям, поэтому они как-то вот боятся к вам даже проявиться. Ну, самые смелые, да, самые смелые могут проявляться, потому что общий расклад, поэтому мы всех под одну гребенку, конечно же, не можем. Но в большинстве случаев женщины побаиваются. Я вам скажу, что в ее жизни тоже вот был какой-то мужчина, сейчас я вот уточню. Она собиралась чуть ли не замуж за этого мужчину. Она считала, что все, это судьбоносный, все будет чики-пики, все будет замечательно, но он тоже ей, ну, дал прикурить здорово, в плохом смысле слова. Здесь и измены проигрываются, здесь не очень хорошее расставание. Вот она его, ну, как бы похоронила для себя, да, вот для нее он умер. И на какой-то момент она решила, что все, не хочу никаких мужчин. Да, здесь уже она закрылась на какой-то период. Так, далее. Ну, целая Санта-Барбара, честное слово, господи. Хоть бы не запутаться во всех ваших этих любовных приключениях. Где там Хулио Игнасио с Изаурой, кто там с кем. Божечки, божечки, ребятушки. Поехали дальше. Так, смотрим следующая серия вашей Санта-Барбары. Да, получилось так, что вы, знаете, вот вы оба остались у разбитого корыта. Вот и она, и вы. Хотя вы оба два человека, которые абсолютно серьезно вот настроены по жизни. И она всегда хотела серьезного мужчину, и вы хотели серьезную женщину. Чуть не сказала, хотели серьезного мужчину. Это был бы трэш, если бы я так вам сказала. Знаете, вот вы остались как два одиночества. Остались два одиночества, причем два одиночества, которые запутались. Вот вы запутались. Вы сейчас продолжаете с ней пересекаться. Давайте вот все-таки уточним, общаетесь вы с ней или нет. Или же так, где-то мимо проходите. Вы общаетесь периодически с ней. Просто раньше это было как-то более часто, может быть, более плотно, я не знаю, может быть, в компании, да, а сейчас там привет, пока в таком плане.
Сейчас вот вы как две грустинки, да, вот две грустинки ходите и не можете открыться к новым отношениям. Это такой момент, когда она вас видит, конечно же, вы пересекаетесь, вы общаетесь, хоть и не часто. Но вот она немножко, знаете, как-то попритихла, подразочаровалась в мужчинах, как я уже сказала. Здесь уже она закрылась. Вот откроется ли она, да, вот будет ли что-то у вас с ней. Давайте будем разбираться. Потому что вы оба закрылись. Оба. У вас, я вам скажу, могут быть с ней отношения, но это будет немножко попозже. У каждого проиграется, конечно же, свой период. Причем вы, вот я склоняюсь, вы сделаете первый шаг к тому, чтобы как-то вот с ней более тесно пообщаться, как-то сблизиться, да. То есть, если сейчас вы с ней на уровне, там, может быть, какой-то, ну, легкой фразы, может быть, кто-то на уровне «привет, пока» реально с ней общается, то вот как-то вы слово за слово зацепитесь, да, и здесь уже больше будете вы инициатором общения с ней. Вы будете сходиться не быстро, вы будете, ну, вернее, есть такой шанс вам сойтись, да, вы уже будете сами выбирать, готовы вы с ней быть или нет. Я не могу сказать, что это будут такие бурные, страстные, стремительные отношения. Нет, потому что вы оба закрыты на сегодняшний момент, вот вы закрыты. Она разочаровалась в мужчинах, вы разочаровались и, ну, не очень готовы к новым отношениям. Здесь будет очень такой осторожный подход. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, вы сначала будете, ну, как старые хорошие друзья поначалу общаться. Просто это общение будет более тесное. Знаете, как бывает, выпили чашечку кофе вместе, ну, чисто по-дружески. Потом прогулялись вместе, да, опять же, сначала это по-дружески. То есть это будет очень-очень такой, ну, очень осторожный подход. Вы не будете оба торопить события, хотя вы все так же и нравитесь, да, она вам понравится, потому что вы как-то вот взглянете на нее с другой стороны совершенно. Вот она вам покажется женщиной, которых мало вокруг. Вы увидите в ней черты характера, которые вам очень импонируют. Вы увидите черты характера, которые, как вы считаете, должны быть у настоящей женщины, да? Это женщина, которая очень, так знаете, аккуратно войдет в вашу жизнь, и она может очень надолго в ней задержаться. Вы не будете оба торопить события, потому что оба обжигались, потому что обоим было очень больно, и оба вы боитесь разочароваться. Вы оба будете бояться, даже, знаете, будете бояться потерять друг друга. Настолько, знаете, придет момент, когда вам будет настолько комфортно вместе, что вы, ну, реально будете как-то вот оберегать ваши отношения. Вот ваш маленький мир двоих вы будете просто оберегать. Вам будет комфортно именно вдвоем. Не какие-то компании, да, в которых вы раньше, может быть, там любили сидеть, а именно вот мир двоих. Это такой момент, о котором многие мечтают, когда вдвоем настолько хорошо, что больше никто не нужен, да? Об этом, в принципе, можно мечтать, но, к сожалению, не у всех это сбывается. У вас же такой момент будет. Вот вы эту женщину будете, ну, вот в прямом и переносном смысле носить на руках. Она будет довольно такая заботливая, она будет общительная, внимательная, она будет ласковая. Это женщина, с которой вы покажете себя вот тем мальчишкой, который живет у каждого из вас в душе. На самом деле, вот вы император, да, вот эти две карты отлично нам сейчас показывают этот момент. По жизни вы сильный император, вы вот во внешнем мире, да, вы воюете с кем надо, да, вы будете что-то там зарабатывать, отрабатывать, будете бороться, да, там с драконом сражаться. А вот с этой женщиной вы будете самим собой. Вы будете шутить, дурачиться, вот как в детстве. Вот ваш внутренний мальчишка просто проснется. А уже когда вы за порогом будете,
тогда вы снова станете тем императором, неприступным. Это настолько здорово. Это отношения, которые, к сожалению, не каждый может познать, когда ты можешь стать самим собой, когда ты можешь и подурачиться, и пошутить, да, когда вы на одной волне. Поэтому, знаете, сегодняшний расклад вот как-то по-своему, ну такой теплый, настолько теплая такая вот энергетика от него исходит. Я искренне вам всем желаю, чтобы вы все-таки побыстрее, поскорее устроили свою личную жизнь, да, чтобы вы наконец засияли от счастья, чтобы ваши глаза начали улыбаться, чтобы вы перестали грустить. Эта грустинка, она вам уже всем так надоела. Уже этот напряг, эта ситуация недоверия к женщинам, да, эти опущенные руки, это вам так уже все надоело. Хочется уже новой истории, хочется, чтобы поскорее вы стали все счастливы. И, наконец, чтобы вы любили и были любимы. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!